Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй прогноз на 10 дней, на декаду с 10 по 20 февраля. Давайте узнаем подсказки карт на будущее, каковы события ближайшего будущего, с чем это связано и что или кто спешит в вашу жизнь. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все же получите. Итак, две колоды карт. Первая– Ленорман. И мы не задаем вопросы, а позволим картам провести нас той цепочкой развития событий, как предугадывают или где-то предполагают карты, с чем вы можете столкнуться. Каковы события этого будущего в течение 10 дней? Не такой большой срок, но все же. Узнаем будущее, что спешит в вашу жизнь, каковы события ближайшего будущего и с чем это связано. На колоде Таро мы дополним значение карт Ленорман. Первая карта– неожиданность. Неожиданность, которая может прийти в вашу жизнь в течение этого периода времени, этой декады. А вторая карта, что у вас получится осуществить, в чем ваша сильная позиция. Может быть, что-то согласовать, определить для себя. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Посмотрим финансы, энергия денег в эти 10 дней. Что же по личной жизни нам скажут карты? И достанем карту совет. Давайте будем узнавать. Дружба. Какой-то важный человек по аркану собака. Это могут быть и личные отношения, это может быть дружба и партнерские отношения, у кого-то ваше личное дело, бизнес. Может быть по части и работы. Если вы даже работаете по найму, как минимум есть один человек, с которым вам хорошо. Тот, который разделяет ваши взгляды или буквально вам помогает. В целом атмосфера на эти 10 дней достаточно приятная. Потому что даже в наше время, имея одного человека, это очень много, поскольку в наш непредсказуемый и турбулентный период нам с вами довелось жить в эпоху перемен. Для вас, ну, как помощь какая-то или приятные такие отношения, которые вас вселяют и уверенность в собственных силах. Или для вас, может быть, какие-то контакты вот с конкретным человеком могут открыть новые перспективы. Но все же по этой карте есть взаимодействие. Потому что как аукнется, так и откликнется. Эту дружбу нужно поддерживать. Но по аркану собака всегда идет тот человек, который к нам искренне относится. Давайте открою вторую карту. Коса. Кто-то из вас может получить конкретно деньги. Но все же карта коса– это сбор урожая, да? И деньги имеется в виду, когда вы проделали какую-то работу. И, может быть, эти деньги застряли, задерживаются. Но если даже вы не получаете в эти 10 дней, то они все равно будут вами получены, поверьте. Тогда, скорее всего, вы будете продуктивно работать. Как мне разобраться с этой ситуацией, которая как раз вроде деньги есть, а денег нет? Часто по аркану коса как раз и идут какие-то нюансы в плане денег. И карта имеет, кстати, 10, это как получение итога, 10 бубен. И бубны мы знаем, что это могут быть согласования по бумагам, важным каким-то документам, но это где-то бумаги, да, и мы говорим, это буквально деньги. И здесь нужно быть очень внимательным. Еще почему? Для того, чтобы более благополучно решить ваш вопрос. Все же коса мы говорим. Это острие. Важно не пораниться. Поэтому согласовывать вам что-то явно придется и не настаивать на своем. Здесь, скорее всего, будет какой-то альтернативный вариант решения вашего вопроса. Но то, что есть выход из создавшейся ситуации, это точно. Для всех остальных, у кого нет финансовых вот подобных дел, это может быть, когда надоело мне, ну, буквально, когда я хожу на работу, мне обещают, но по факту, когда я получаю деньги за проделанную работу, меня то жалование или то, и та сумма, в которую меня оценили, она меня не устраивает.
Тогда по этой карте вы будете подводить итог, каким образом я могу заработать деньги. И правда, поиск новых вариантов или новых вариантов сотрудничества с кем-то. Или словно вы сами можете в себе определяться, подводить эти итоги, на что я способен, или каким образом я могу, или с помощью какого ремесла, или каких наук, или каких знаний вы тоже можете определяться с чем-то. Давайте посмотрим третья карта. И тогда вот все то, что я сказала по аркану коса, вы приходите к выводу, что вам нужно что-то изучить. Кто-то буквально сядет за парту, и, может быть, это будут какие-то курсы, у кого-то курсы на дому. Вы задумаете получить какие-то скиллы, навыки, когда вы сможете или ремесло конкретное, быстро освоить какую-то профессию или навык и приступить уже к работе, чтобы увеличить свой собственный доход. Но по этой карте у кого-то, может быть, и экзамены проходят, и вы сядете тоже за парту, ну так, аллегорически говоря, изучать что-то. По этой карте могут быть еще, это всегда ведь тайна, книга. И мы изучаем для того, чтобы понимать, как работают какие-то системы. Или как в нашем случае не только решить вопрос, а что-то продолжить. Мы сталкиваемся с тем, что нам в новинку. Или мы сталкиваемся, может быть, с какими-то силами, или ситуациями, с которыми прежде у нас нет опыта. И если быть откровенному с самим собой, мы понимаем, да, вот в этой области я слабоват. Опять же, эта карта может символизировать, в основе всего лежат деньги. Опять же, бубны. И поэтому вам нужно что-то продолжить, причем в новом контексте, но предварительно изучить. И здесь у каждого по-своему. Кто-то будет изучать законы, кто-то будет, как я сказала, новые навыки изучать, у кого-то банально учеба, может быть, сдача экзаменов или, может быть, получение сертификата. И тоже подготовка идет, нужно подготовиться, чтобы получить этот документ. Ну а у кого-то это размышление и поиск информации, как мне обустроить какое-то дело. У вас все получится. Но то, что быть внимательным к деталям, понимать, что да, я чего-то могу и не видеть, и не знать, тогда это усиливает ваши позиции. Здесь вам нужно действовать осторожно. Осторожно, чтобы себе не навредить, но и понимать, что упорствовать, да, или действовать как раньше. У вас аркан коса. Он о чем говорит? Здесь не получится, как раньше. Вам нужно себя перестроить. Уже какой-то, ну, как прошлый этап, он у вас закрылся. И поэтому, если мы к сегодняшнему дню или к нашим новым намерениям будем прикладывать, ну, какие-то прежние методы, они не сработают. Тут нужно что-то новое. А по аркану дерева это могут быть вопросы дома. Это могут быть вообще ваши вопросы благополучия. У кого-то вот этот аркан собака будет говорить о ваших близких или конкретном вашем близком человеке, о продолжении отношений, потому что по дереву идут это наши как корни. Опять же, семья, у кого-то родственники, ну и далекие родственники, или все то, что связано с местом вашего пребывания. Или кто-то намеревается переехать, и вполне вероятно, вот этот переезд вы будете тоже планировать. Вообще по аркану дерева, когда выпадает спокойный период жизни, когда в целом у вас все должно быть под контролем. И энергии этих 10 дней позволяют вам это сделать. Но не должно быть какого-то риска. Здесь наоборот, нужно как-то преувеличить свой доход, свои возможности. Или для кого-то по аркану дерева это будет работа на дому. Кто-то будет из вас искать, каким образом я могу работать на дому. Или из любой точки мира, где бы я ни жил или не находился, моя работа должна быть продолжена. И это будет для кого-то побудительный основной мотив ко всему тому, что вы будете изучать, договариваться, рассматривать в виде отношений или пытаться решить какую-то новую ситуацию, в которой вы прежде не были. Неожиданности. По рыцарю мечей, знаете, иногда может проиграться такая ситуация, что будет совершенно необходимо. Придет действительно какая-то информация, и вам надо собраться, подпоясаться и срочно куда-то ехать. Не упустить времени. Вы можете получить какое-то известие, или это может произойти с приездом человека к вам. Хотя у кого-то это смс или звонок, или письмо на вашу почту, может быть, Gmail. Когда вы понимаете, вот промедление, это вот должно быть исключено. Мне сейчас нужно действовать. По аркану рыцарь мечей иногда и проходят
ну, как олицетворение такого человека, персоны, как бунтарь без причины. С другой стороны, это может быть и человек пафосный, который вам что-то обещает. Но вот эти обещания не 100%, что избудутся. Скорее всего, тут вас могут к чему-то склонять, именно с тем, чтобы вы согласились. Кому-то, может быть, сказали «да» или, может быть, сказали «нет». И может быть очень много сильных эмоций. А карта нам будет говорить, и хорошо она проигрывается в этом плане, когда мы ищем истину, и мы ее находим. И вот обе эти карты говорят о том же. Где-то мы об этом с вами говорили, но тогда по рыцарю мечей, все то, что я сказала. Вот есть один человек, да, который вам способен прийти на помощь. И, возможно, с подобным человеком есть смысл поговорить. Может быть, он вам даст какой-то дельный совет, когда, ну, вы чего-то не видите, а человек видит какую-то вашу проблему или вопрос, но альтернативно, с другой стороны. Вот есть какой-то полезный для вас, мои дорогие, контакт, который именно вам может помочь решить какую-то тему. Или это не обязательно, как, допустим, человек вас субсидирует деньгами. Вовсе нет. Но это может быть как свежий взгляд на вещи. Или, может быть, какой-то иной жизненный опыт, не ваш. И это может быть очень удачно применено в вашем случае. Может быть, еще по этой карте иногда это проходит, что к нам приходят проверяющие. Если вы занимаете, ну, как должности какие-то, или вы отвечаете, например, за какой-то коллектив, пусть и небольшой, или за участок работы, то здесь с вами могут спорить. Могут приходить вот такие люди, которые, знаете, напыщенные, важные, где-то чванливые, может быть, и в то же время он уже как пришел, мы говорим, да, с каким-то предубеждением или с каким-то своим мнением, которое у него уже сложилось. И ситуация, когда нам словно бросают перчатку, не поднимайте ее. По этим людям я говорила, бунтарь без причины, почему и проходят вот такие проверяющие в кавычках, да, будет очень важно, знаете, быть дипломатом. У вас сильная позиция, и от того, как вы правильно провзаимодействуете, даже с какими-то скандалистами, мои дорогие, будет зависеть, как вы, а вы умеете как раз, вы умеете слышать собеседника, у вас прекрасная интуиция, но тогда мы не вступаем в этот конфликт, от него уходим, и тогда ваши позиции будут усилены. В чем ваша сила? Вот как раз не включение в в какой-то вопрос. Сила ваша в вашей независимости где-то, но это не та независимость, которую мы транслируем или кому-то что-то доказываем. Одна карта дополняет другую, и это старший аркан, верховная жрица, слушайте свою интуицию, ваша сила в молчании. Если мы спросили, кто спешит в вашу жизнь, правда, или что, так вот, или сообщение какое-то приходит, или это приходит буквально с человеком. Но вам нужно именно сохранять нейтралитет какой-то. И карта говорит нам о чем? Истина скрывается в тени. Пока какой-то вопрос быстро не прояснится. Я об этом говорила еще по арканам Ленорман. Поэтому у вас сильная позиция, вам нужно удерживать ее и постепенно, шаг за шагом для себя прояснять какую-то обстановку. Но невозможного для вас нет ничего. Дела, работа, бизнес, правосудие. Если у кого-то, допустим, стоят вопросы, ну, по части, может быть, и судов, и самым разным вопросам. Помните, что это всегда причина и следствие, или как аукнулось, так и откликнулось. Иногда это какие-то ваши действия, которые вы сделали или совершили правильно, или вы кому-то помогли. Вот теперь как раз какой-то человек может помочь вам. Или судьба, вселенная, назовите это как угодно, вам помогает руками другого человека, который к вам относится искренне. Но если, конечно, если мы сделали что-то не очень хорошо, то нам придется решать какой-то вопрос и в одиночку. Карта говорит о том, что мы не нарушаем закон, наоборот, я об этом много раз говорила, соблюдайте закон, уважайте систему иерархии, и тогда она будет уважать вас. И если вы, ну, не видите, как правильно решить какую-то проблему, здесь нужно знать, как это можно осуществить по закону, или для кого-то получить эту важную бумагу, может быть, и по закону, но где-то с какими-то
некоторыми нюансами, я тоже могу предположить. Но по этому аркану вы можете еще и столкнуться как и с высокими чиновниками, так и с представителями власти. Тогда будьте лояльны, держите вот этот эмоциональный баланс, равновесие. Ну, кто знает, может быть, для кого-то из вас какая-то патовая ситуация как раз и завершится. Финансы. И правда, деньги вы получите. Карта материального успеха, карта контакта с каким-то человеком. По шестерке пентаклей нам помогают. Вот есть, правда, человек, пусть это не для всех проиграется, но в вашем окружении. Это для тех, у кого сейчас стоит ситуация патовая, правда, по деньгам. К примеру, нужно какой-то платеж по дате определенной вам совершить, а ваши деньги где-то задерживаются. Поверьте, вы найдете, просчитаете все свои контакты, и среди ваших контактов будет тот человек, который вам придет на помощь. Может быть, выручить на какой-то период деньгами. Вы можете решить какую-то финансовую проблему или конкретно получить деньги. А для кого-то по части работы, то, что вы изучаете. Здесь не только мы берем деньги, здесь мы преувеличиваем наш доход, изучая новые возможности или дополнительные источники дохода, или дополнительные источники заработка. И тогда вот эти изучения с учетом аркана книга, как мы говорили, приобретение новых навыков, скиллов, ремесла, возможностей, да, зарабатывания денег или продумывание таковых возможностей. Здесь это все будет не случайно и иметь хорошее продолжение. Здесь не ради любопытства идет изучение, а ради того, чтобы эти знания в последующем были переложены на практику и приносили вам деньги. В деньгах как раз тут плюс в эти 10 дней. Ну, а по части, посмотрите, личной жизни. У вас 3 старших аркана. Вы что-то тут должны для себя определить, это точно. Аркан мага. Я не могу сказать, что маг – это тот, который горит страстью. Я имею в виду физиологию. Безусловно, маг – это великий манипулятор. Может быть, это и вы кем-то хотите проманипулировать. И такое я тоже могу допустить. Мы все разные. Но тогда где-то не заиграться будет тоже важно. Но я надеюсь, это не для всех. Такой маленький нюанс. Для большинства из вас о чем нам говорит карта? Маг, он великий практик и материалист. Что бы мы тут ни думали, но его сила в том, что его видение вопроса, проблемы, он как раз ищет, каким образом осуществить на практике или в нашей земной жизни. У вас выпадает на личные отношения, на личную жизнь. Для кого-то это будет означать действительно, когда вам придется и решать вопросы по части денег, но еще и по части взаимоотношений. Но, вы знаете, у вас дважды, трижды сильная позиция сейчас в эти 10 дней что-то осуществить или для себя что-либо согласовать, завести, может быть, надежных друзей или правильный фарватер построения ваших отношений выбрать с учетом аркана маг. И тогда для вас это будут какие-то замечательные перспективы. Но есть и ведь такой риск, когда мы можем, ну, знаете, как и столкнуться с такими сильными энергиями, или, может быть, как два человека достаточно сильных. С одной стороны верховная жрица, с другой стороны маг. И это по магу ведь это тоже то, что скрывается в тени. Маг никому ничего не афиширует. И для кого-то из вас это может быть как может быть и дружба или взаимодействие в личной жизни двух сильных людей, которые каждый на своей волне. Но вот эта дружба должна быть продолжена. Почему? Потому что вы не просто так встретили друг друга. Верховная жрица и аркан маг. И каким образом вы будете строить ваши отношения? Здесь, с одной стороны, манипуляция какая-то вряд ли сработает, потому что этот союз можно развалить или упустить буквально. Есть как минимум какое-то или какая-то часть ваших отношений, которая должна быть проговорена искренне. Пусть вы не расскажете один другому ваши намерения, планы, цели, ну, или пусть это была даже какая-то любовная когда-то история. Но я так вижу, тут может быть взаимодействие, пусть в виде дружбы, мои дорогие. И у кого-то это аркан собака.
как раз и будет говорить о том, что в вашей жизни есть в личной или были отношения, которые вам каким-то образом могут быть не только полезны, а может быть человек вам даст какой-то дельный совет, и вы придете к выводу, что да, мне действительно этот человек по судьбе, и вы захотите как раз эту историю в вашей личной жизни продолжить. Это не будет сделать просто, потому что двое людей достаточно сильных. И здесь каждый не хочет быть на вторых ролях, он хочет быть на первых. С одной стороны, в тени что-то скрывается, как есть намерение у верховной жрицы, она умеет хранить молчание, так и есть и у мага, который тоже о себе много не рассказывает. И кто знает, если вы сумеете договориться, вполне вероятно, выльется в какой-то восхитительный союз. Ну, а у кого-то это могут быть и бракоразводные процессы, это я тоже допускаю. И какую-то ситуацию разрешить может быть и непросто, с учетом аркана правосудия. Но, тем не менее, у вас получится. По сути дела, у вас будет какая-то победа. Но, наверное, вот эти энергии – это не та победа, которая сама по себе. Нет тут от наших слаженных действий, правильных выводов и решений. Решиться на что-то нужно, потому что туз жезлов – это прояснение какой-то обстановки. Вот, наверное, в вашу жизнь какая-то ясность и спешит. И даже если вам кажется, что темновато или непонятно, или люди какие-то странные, или люди, с которыми не хочется контактировать, примите во внимание, это судьбоносный, какой-то неожиданный пусть, но момент, который вас подталкивает принять окончательное решение. И следом за вашим решением все постепенно встанет на свои места. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.